2006. Как и все фанаты Warcraft 3, я ждал четверку. Листал журналы, где-то ребята показывали сомнительные скрины с игровых форумов, а время все шло, но ни Warcraft 4, ни интернета у меня не было. Пару лет спустя мой друг, назовем его Костик, принес мне диск, по традиции пиратский, с тем, что он назвал Чувак, это Warcraft 4, смотри. Стоит упомянуть, что нам было тогда лет 8-9, и, повторюсь, интернета у нас не было. Сама болванка представляла собой что-то вроде сборника всех Варкрафтов, включая Лич Кинг. Вот он-то и был нам нужен. И поставив игру на установку, мы стали разглядывать скрины на обложках, которые были ничем иным, как кадры со вступительного ролика Лича. И что мы только себе не фантазировали. Графику, которую нельзя отличить от реальности, и то, как с нами будут настоящие игроки бегать. Кстати, мы думали, что это будет все в режиме Hot Seat. Правда, сразу задались вопросом, как целый поселок будет играть в этом режиме. В любом случае, игра установилась, и мы увидели это. Мы были на седьмом небе от счастья. Дракон рычит, та самая ледяная гора из Frozen Throne и два непонятных поля. Логин и пароль. Мы не понимали это слово совсем, чего от нас хочет этот Warcraft 4. Позвали родителей, если быть точнее, мою маму, и она увидела слово пароль. Первое, что пришло ей в голову: Это мошенники. Они требуют пароль от банковской карты. После этого, надо сказать, пророческого утверждения, Лич Кинг был немедленно удален, а со мной была проведена профилактическая беседа о вреде интернета. Впоследствии я возненавидел ММО, да и онлайн-игры в целом. Конечно, моя ненависть убавлялась с годами, но неприязнь сохранялась все время, и так продолжалось до 25 года. Как обычно, шарясь по просторам интернета, я увидел то, во что сначала не поверил. Какой-то чувак на ютубе играл в WoW в синглплеере. Меня как молнией ударил, я вспомнил всю эту злосчастную попытку поиграть в Лича и отсутствие интернета тогда. Ну и я твердо решил попробовать поиграть в это. Тем более на, скажем так, сингловый WoW вышло уйма модов, которые позволяют это сделать с комфортом. Параллельно, как вы помните, я так себе отношусь к жанру ММО. Но при этом очень люблю RPG. Возможно, именно играя в Арик в синглплеере, я получу то, о чем мечтал в детстве. Слышь, сочетание Warcraft 4, либо разочаруюсь окончательно. Сразу хочу уточнить, что у меня не будет типичного разбора геймплея или впечатлений новичка в WoW. А это и так все всеми было сказано уже тысячи раз. Я хочу рассказать о том, чем отличается геймплей соло-проекта по Warcraft от классического. И начну, наверное, с краеугольного камня всех ММО — прокачки. Раньше повышение уровня было способом получения новых шмоток, оружия, опыта, и вот после этого игрок шел в другую локацию и повторял это снова и снова, раз за разом. Сейчас фокус сместился на открытый мир, его исследование, изучение истории, лора, накат вещей и в целом больше погружения в происходящее. Если проще, то отсутствие социального аспекта убрало необходимость стремиться быть самым сильным игроком ради востребованности в рейдах и данжах. Ушла гонка за уровнем. На ее место пришел созерцательный элемент, что ли. И нет, чувство прогрессии ощущается очень сильно, но вот то, как бы вы получаете его, да, вот это изменилось. Рейд-боссы, о которых по-хорошему нужно говорить в другом ролике, тоже изменились. Они теперь не контейнеры с легендарками, которые могут вайпнуть всю группу. Теперь это финальный противник в своем классическом исполнении. Чаще всего он завершает сюжетную арку, испытывает скиллы игрока. Нужен не для чувства «Вау, мы победили», а «Вау, я закончил сюжет». Теперь это путь, который вот проделывает игрок до босса. Не буквально его подземелье, башня или что там у него. Это сам путь, который проходит персонаж с момента появления в мире. От этого победа над злыднем ощущается очень личной, интимной, наверное. Помимо чувства прогрессии и приключений, у ММО есть еще одно важное свойство — массовость. Здесь реальных людей будут заменять боты. Боты могут принимать различные роли: ДД, танк, хил и так далее. Могут работать в связке, могут иметь различные формации. Вы можете их создавать самостоятельно. Самое близкое, к чему можно их сравнить, это спутники из Dragon's Dogma. То есть они будут в вашей пати, они будут идти с вами, участвовать в ваших приключениях. Но в отличие от реальных игроков, грубо говоря, они никогда не устают. Наверное, это одно из немногих отличий. Ну, плюс еще они, да, не самые умные. С другой стороны, возможно, игра вам напомнит чем-то Skyrim, а именно своей колоссальной наполненностью контентом и духом исследования. Игра будет толкать вас свернуть с тракта, зайти в лес, мало ли там интересный персонаж, квест и так далее. А учитывая само огромное количество локаций, то такое будет происходить постоянно. Вот такая самобытность сразу вот мне и приглянулась. И, наверное, стоит разве что рассказать о визуале напоследок. То, что вот впечатлило меня тогда в нулевых и приятно удивило сейчас. Игра очень приятно состарилась, несмотря на всратость текстурок с модельками, они ощущаются ламповыми, теплыми, а не уродливыми. Больше всего мне визуал напомнил комиксовый стиль. Не как Borderlands, а скорее как если бы комикс студия Disney делала. Думаю, вот сам стиль обеспечил этой графике бессмертия. Так почему я о визуале говорю? Потому что именно визуал заставил меня попробовать третий Warcraft еще тогда, в далеком 2006-м.
Вот только сейчас я закончил поиски той никогда не существовавшей четвертой части Варкрафта. Многие, да и многое поменялось в моей жизни на этом пути, но вот это вот детское чувство восторга, которое я испытал в конце 25-го, не изменилось ни на йоту.